Эти слова и фразы нарцисс не воспринимает, он начинает реагировать на них неадекватно, он начинает просто взрываться, когда вы это говорите. И для чего это нужно знать? Ну потому что если вы общаетесь с каким-то человеком, говорите одну из тех фраз, о которых я буду говорить дальше, он начинает вести себя вот так вот неадекватно, то есть он начинает как-то реагировать, как будто бы произошло что-то страшное, вам нужно задуматься над тем, не является ли этот человек обладателем нарциссических черт. А дальше вам уже нужно выбирать, стоит ли вам с ним общаться или нет, или если вам необходимо с ним общаться, то, соответственно, вам нужно делать определенную, так сказать, поправку на нарциссизм. Предупрежден, значит вооружен. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт. Сегодня мы с вами говорим о том, какие фразы и слова нарцисс не переносит, они его выбешивают, он начинает реагировать просто очень так неадекватно, взрывчато на них. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. Подпишитесь на мой канал, и мы начинаем. Первое, на что вам стоит обратить внимание, это если человек не воспринимает вообще границы в отношениях как таковые. Предположим, нарцисс вам предлагает, что мы сегодня с тобой вечером пойдем в театр или на вечеринку, или куда-нибудь. И вы ему говорите, ты знаешь, хорошая в принципе идея, я в принципе не против, как правило, ходить в театры, и в общем-то молодец ты, что все это организовал или придумал, но сегодня я не пойду, потому что я не хочу. Мои потребности сегодня не состоят в том, чтобы идти с тобой куда-нибудь в театр. Я сегодня хочу побыть одна. Предположим, я бы пошла бы, но ты слишком поздно мне сказал, мне нужно какое-то время настроиться. Или какие-то у меня есть вообще другие планы. В такой ситуации человек с адаптивными навыками построения взаимоотношений будет с вами что делать? Договариваться. Он начнет вам, предположим, как-то торговаться, говорить, что ты знаешь, если мы с тобой пойдем вместе сегодня, то завтра мы пойдем куда-нибудь туда, куда ты хочешь. Или сегодня мы пойдем, а потом зайдем в твою любимую какую-нибудь кафешку. Или он начинает как-то рекламировать, что ты что, сегодня такое будет какое-то представление, которое 1 на миллион. Он начнет как-то пытаться с вами договариваться, выискивать точки соприкосновения, какие-то компромиссы. Но это не касается нарцисса, потому что у нарцисса есть какая-то выстроенная картина, его такой нарциссический план, где он получит свой нарциссический ресурс от того, что вы как такой ключевой шпунтик и винтик его плана, будете сопровождать его в его каком-то этом походе, вы должны быть восхищены тем, что он вас туда привел, соответственно, другие люди должны быть восхищены тем, что вы вместе пришли. Один он туда пойти не может, потому что, предположим, как-то ему одному ни с руки, неудобно, неловко, и он все себе спланировал. И тот факт, что вы вообще заявляете о том, что у вас есть какое-то свое вообще автономное желание, что у вас есть какая-то своя жизнь, своя воля, и вообще вы не являетесь частью его какой-то такой постоянно согласной лояльной свиты, это приводит к тому, что он воспринимает ваше проставление границ как воинственный такой шаг, такой ход агрессии. То есть он воспринимает вас как агрессора по отношению к себе и начинает также реагировать. Но поскольку по факту вы-то просто всего лишь сказали, что вы не хотите сегодня идти туда, куда он запланировал, то вы напротив себя видите человека, который ведет себя так же агрессивно, как если бы вы, не знаю, если бы ему что-то ужасное сделали. Поэтому если вы в ситуации, когда проставляете какие-то границы с человеком, говорите о том, что вам хочется, что вам не хочется, говорите о своих потребностях и вообще как-то больше говорите о себе, отделяя себя от вас, так сказать, и он начинает неадекватно себя вести, задумайтесь, скорее всего, это нарцисс. Нарциссы просто бесятся, когда встречают с вашей стороны обесценивание их такой манипулятивной попытки навесить на вас ответственность за их эмоции. Предположим, вы вместе куда-то пошли, и скажем, мужчина как-то вспылил, что-то ему не понравилось, не знаю, из-за того, что он оказался в какой-то... Он просто устал, или, предположим, вы где-то путешествуете, а он как-то чувствует какую-то неловкость из-за того, что он не понимает языка, он не ориентируется, чего-то что-то ему не понравилось, он на вас сорвался. И тут же он чувствует, что это как-то было не очень удобно, и начинает говорить по поводу того, что ты же сама виновата, что ты меня довела. Знаете, этот victim blaming, обвинение жертвы, когда ты сама виновата, что я на тебя сорвался, ты сама виновата, что я не знаю, грубо тебе ответил, ты сама виновата, что у меня плохое настроение. Если вы в такой ситуации говорите, что я отказываюсь принимать на себя ответственность за твое настроение, я не ответственна за твои поступки, потому что ты взрослый человек, и если ты, скажем, грубо со мной разговариваешь, то это то, что делаешь ты, это твое поведение, и ответственен за твое поведение, за грубые слова, ты. Даже если, предположим, мое какое-то поведение вызвало у тебя какие-то эмоции, которые ты предполагаешь, что
я как-то себя повела, что ты почувствовал какое-то раздражение и стал себя как-то вести, то это твои эмоции, твое раздражение и твое неумение как бы поставить такой, ну, вставить свое сознание между раздражением и твоим поведением. То есть то, что ты себя так ведешь, то, что ты мне нахамил, то, что ты мне каких-то грубостей наговорил, то, что ты, не знаю, ведешься как-то так ершисто, хамовито, это твоя ответственность. Если вы вот что-то подобное начнете говорить нарциссу, в этой ситуации у него просто происходит взрыв мозга. Потому что, понимаете, для него же очень важно, чтобы ответственность за все нехорошее, что в нем есть, лежала на ком-то другом, на человеке, который, вот близком человеке, который ему нужен для того, чтобы на него, в частности, складывать свою ответственность за все плохое, что с ним есть. Потому что он же прекрасен. Он грандиозен, он яркий и лучистый, как вот, не знаю, там ясное солнышко. То есть все хорошее, что он делает, это делает он, потому что он это сделал. А все, что плохое он делает, это он делает, потому что его так довели. Ему это очень важно. Ему очень важно, чтобы был рядом такой человек, который будет брать, ну, как бы, в его глазах ответственность за все грязное, что с ним происходит. Тогда нарцисс может вот таким образом расщепиться, что все прекрасное я присваиваю себе, все негативное это вот вина, там, скажем, женщины, которая рядом со мной ходит, меня и выбешивает, достает и заставляет меня так себя некрасиво вести. Как только вы говорите, что нет, это все твоя ответственность, ты так себя ведешь, у него происходит это вот формирование целостного образа, где он и хороший, и плохой, а он не может воспринимать себя с негативной, некрасивой, нелояльной какой-то, нелицеприятной стороны. То есть в этот момент у него возникают какие-то зачатки стыда там, и он это просто не может перенести. Соответственно, поскольку это все связано с вашим поведением, с тем, что вы говорите, что вы не принимаете на себя ответственность за его эмоции, он начинает, соответственно, злиться на вас. Естественно, нарцисс не очень хорошо будет воспринимать, если вы будете при нем восхищаться другими людьми. Ну, потому что, понимаете, как правило, если вы общаетесь с нарциссом, то он воспринимает вас как источник нарциссического ресурса, и вы должны, ну, в его глазах, основная ваша цель это постоянно восхищаться им, подтверждать, что он прав, говорить о том, что вот он ценен, и вот как-то всячески это своим видом как-то подтверждать. Как только вы начинаете высказывать какое-то восхищение другими людьми, пускай заслуженное восхищение каким-то, не знаю, известным актером, каким-то, может, ученым, еще кем-то, вот кем угодно, другим каким-то человеком, не дай бог это еще какой-то человек, скажем, из вашего круга, с которым вот у этого нарцисса есть какое-то конкурентное какое-то вот отношение, в этот момент он себя чувствует не просто, что вы на секундочку отвели взгляд от него, перевели на кого-то другого. Он чувствует себя вот таким обесцененно ничтожным. Он сразу сваливается в эту свою нарциссическую пустоту. И естественно, что на ваши вот эти вот фразы, что посмотри, какой он молодец, как он быстро проект закончил, или какую классную там картину нарисовал, как он классно играет на гитаре. Сразу начинается, что там у него руки из задницы растут, все уроды, все свиньи, ему это все так легко дается, там, и ты тоже вот такая вот. То есть, как только вы, восхищаясь кем-то, слышите от человека рядом с вами не присоединение к этому восхищению, а вот такую резкую, неадекватную какую-то агрессивную, воинственную реакцию, задумайтесь над тем, что у этого человека есть нарциссические черты личности, вероятно. Еще нарциссов бесит, когда вы противостоите их катастрофическому прогнозированию. Часто нарциссы говорят такие вещи, что ну, без меня ты не сможешь вообще нормально существовать, ты без меня не справишься, не сможешь зарабатывать, ты не найдешь себе другого мужчину, например, если мы расстанемся. Или там, скажем, твоя профессия бессмысленная, скоро компьютеры все заменят, ты не сможешь добиться никакого прогресса там, или хобби. Если вы начинаете как-то конструктивно и аргументированно говорить, что ты знаешь, ну вот вообще-то я как-то и до тебя жила, и после тебя смогу жить, и вообще ты все те катастрофические вещи, которые ты говоришь, это все не так, и профессия моя, в ней очень многие люди добиваются успеха. Как только вы такие вещи говорите, нарцисс чувствует, что он теряет контроль, и он начинает вести себя, ну, он начинает просто взрываться. Еще одна штука, которая особенно касается вот мужчин-нарциссов, это если вы ему говорите, что он не прав. Дело в том, что для мужчин-нарциссов очень важно быть такими значимыми, в том числе и в знаниях. Поэтому это люди, которые, как правило, знают все на свете по поводу всего на свете. Часто бывает так, что этот человек действительно компетентен в какой-то сфере, ну, скажем, в сфере своей профессии, и там он всегда очень уверенно, так сказать, и режет такую правду матку, говорит о том, что вот точно оно так, вот все не знают, а я знаю. Но вот бывает так, что он выходит куда-то за мерой своей компетенции, ну, что-нибудь такое бытовое, начинает вот говорить с такой очень
ясной уверенностью, что можно ставить там какой-то фильтр на горячую воду. А вы понимаете, что это не так, потому что вы с этим сталкивались, или вы там смотрели какое-то видео, читали инструкцию. И вы говорите, нет, это не так, вот смотри, вот данные, ты ошибаешься. Либо он там говорит что-то по поводу каких-то вот фактов, которые это неправда. И дело в том, что из-за того, что он опять же постоянно говорит обо всем с такой рьяной уверенностью, и когда вы слышите, что он говорит о колесицу, это режет по ушам. Естественно, вы его начинаете поправлять, и в этот момент он чувствует себя, что из вот этого своего грандиозности человека, который все знает, такого профессора во всем на свете, он как будто бы сливается до уровня такого школьника, там, троечника, двоечника, и, естественно, ему очень нехорошо, и он начинает выливать на вас свой нарциссический гнев. А вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией, что ты говоришь человеку какую-то, вроде как обычную вещь, а он реагирует так неадекватно, горячо, так остро, что ты прямо аж диву даешься? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я всегда очень благодарен за то, что вы пишете свои комментарии, свои такие практические примеры из своей жизни, потому что мы можем потом эти комментарии разбирать, потом обсуждать их в эфирах. На этом все. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, поделитесь этим видео в своих соцсетях, подписывайтесь на мой канал. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.